Здравствуйте, дорогие друзья, туристы, путешественники и просто мечтатели. Меня зовут Самарец Екатерина, команда MyWay. И сегодня я хочу ответить на главный вопрос, который возникает у русскоязычного туриста: почему Грузия такая дорогая? Конечно, этот вопрос обобщающий, неоднозначный и с некоторой точки зрения даже провокационный, но сегодня мы постараемся на него ответить. Давайте рассмотрим основные факторы, из которых состоит ценообразование любого туристического продукта. На сегодняшний день любой турпродукт состоит из следующих составляющих: авиаперелет, проживание, транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание и питание. Первый вопрос: почему такой дорогой авиаперелет? Здесь есть два вполне разумных ответа. Первый – это с территории Украины, Белоруссии, Казахстана и России летают авиакомпании, которые не являются лоукостерами. Соответственно, при подборе авиабилета среди предложений на различных сайтах вы видите в основном предложения авиакомпаний, которые применяют стандартные тарифы на авиаперелет. Если внимательно посмотреть на таблицу расстояний между столицами вышеперечисленных государств и Тбилиси, а также сравнить с расстоянием до одной из европейских столиц, то становится понятно, что стоимость перелета напрямую зависит от затраты топлива. Соответственно, цена авиаперелета на Тбилиси будет примерно такой же, как, например, в Прагу. Но, как известно, всему есть решение, поэтому мой совет – планировать путешествие в Грузию не позднее, чем за полгода. Таким образом, у вас появится возможность купить авиаперелет по очень хорошей цене. Второй вариант решения этого вопроса – это воспользоваться так называемыми горящими предложениями, которые предлагают крупные туристические операторы. Дело в том, что у них выкуплены авиабилеты и блоки мест в отелях, и иногда на определенные даты снижается спрос на это предложение. Проще говоря, никто в эти даты из туристов лететь не хочет. Для того, чтобы туроператор не потерял деньги на авиаперелете или выкупленном отеле, они предлагают горящее предложение. Таким образом, вы получаете пакет, который включает в себя авиаперелет по сниженной цене и также скидку на проживание в отеле. И иногда такие пакеты включают даже трансферы в аэропорт. С такими предложениями нужно быть очень осторожными, поэтому старайтесь обращаться либо к нашим менеджерам за консультацией, либо к менеджеру турагентства, в котором вы обслуживаетесь. Следующий вопрос, который многих беспокоит: почему такое дорогое проживание в Грузии? Первая причина – потому что в Грузии нет официальной категории звездности у отелей. Это не касается сетевых отелей, таких как Hilton, Radisson, Marriott и другие. Однако у остальных отелей нет официальной звездности. Поэтому каждый ательер, владелец отеля, присваивает своему месту размещения свою категорию. Он может предложить вам условия в проживании в гостевом доме, при этом вы получите комфорт отеля 4 звезд. Соответственно, и цена у этого отеля соответствует европейским стандартам. Например, вы видите предложение в отель 3 звезды. Это не означает, что отель соответствует данной звездности относительно европейских стандартов. Он может предоставить вам комфорт и услуги на все 5 звезд, а некоторые гостевые дома и хостелы дают сервис обслуживания и уют номеров, какие не предоставит 3-звездочный отель в Европе. Для того, чтобы правильно подобрать место для вашего проживания во время путешествия в Грузию, пожалуйста, обращайтесь к специалистам. Сейчас предлагаю внимательно посмотреть на таблицу сравнения цен проживания в городе Тбилиси, в столице Грузии, и в городе Прага, одной из европейских столиц. Исходные данные для поиска отеля в обоих случаях я взяла одинаковые. Проживание с 1 по 2 мая – это цены высокого сезона, номер с завтраками в центре города. Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что найти жилье в центре столицы Грузии можно почти в 2 раза дешевле, чем в Праге. Соответственно, Грузия в отношении цен на отели не так уж и дорога. Третий важный фактор в составе туристического продукта – это питание. И, конечно, в этом вопросе все согласятся, что Грузия во многом обойдет Европу. Средний чек в ресторане в центре Праги $25 с человека. В ресторанчике на нетуристической улице Праги вы потратите около $13 с человека.
Бизнес-ланч или дневное меню, представленное в недорогих кафе Праги, составит около $8. Средний чек в ресторане в центре Тбилиси составляет $15 с человека, в нетуристическом месте $7–10 с человека. Бизнес-ланч или дневное меню в Тбилиси представлены очень редко, поэтому рекомендуем в качестве сытного экономичного блюда хинкали. Одна штука стоит около 25 центов. Вам достаточно 5 штук, чтобы хорошо покушать. То есть $1.25 и вы полноценно покушали. Хачапури стоит около $3, но это блюдо минимум на двоих. Четвертый важный фактор – это транспорт. Давайте подробно поговорим сначала о Праге и потом раскроем этот вопрос относительно столицы Грузии Тбилиси. По Праге лучше передвигаться на общественном транспорте. Цены на проезд не слишком высоки. Есть метро, автобусы и трамваи. Стоимость билетов проездной на день $4,2. Для коротких поездок следующие расценки. Билет на 30 минут 90 центов, а на 90 минут $1,2. Билеты и проездные действуют на все виды транспорта. Такси. Посадка $1,5, цена за километр $1. Трансфер в аэропорт обойдется вам в $21, поэтому воспользуйтесь лучше общественным транспортом. А сейчас мы рассмотрим вопрос транспорта в столице Грузии Тбилиси. У каждого жителя этой страны есть автомобиль, поэтому многие из них подрабатывают в частном извозе, такси или сопровождении туристов. Общественный транспорт, стоимость проезда в метро, автобусе, маршрутке обойдется вам в 21 цент. Трансфер в аэропорт стоит от $10 до $20 за машину. Такси рассчитывается, исходя из цены, 30 центов за 1 километр. За ожидание водители берут около $2. За аренду такси на целый день клиенты платят как минимум $25. Индивидуальное обслуживание русскоговорящим водителям обойдется вам в $100 в день за минивэн. Это машина на 6-7 пассажирских мест плюс расходы на топливо в зависимости от того километража, который вы за этот день проедете. В данном случае вы получите максимум удовольствия от этой поездки, потому что и водитель будет вежливым, пунктуальным и аккуратным, и машина будет комфортной, и всеми организационными вопросами во время вашего путешествия будет заниматься именно ваш водитель, а не вы и ваши спутники. В данном случае я очень рекомендую обращаться именно за индивидуальным обслуживанием, потому как в этом случае вы получаете сервис самого высочайшего класса. Пятым очень важным фактором является экскурсионное обслуживание. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Праге обойдется вам примерно в $15 за человека. Индивидуальное обслуживание профессиональным гидом в день около €100 в Праге и включая выездные экскурсии. Обзорная экскурсия по Тбилиси обойдется вам примерно также в $15 за человека. Индивидуальное обслуживание профессиональным гидом около $100 в день, включая выездные экскурсии. То есть экскурсионное обслуживание в Европе и в Грузии примерно одинаково. Здесь очень важен фактор качества. Для этого я рекомендую обращаться на сайты, которые позиционируют гидов, не только их анкеты, но вы можете почитать отзывы об их деятельности, также пообщаться напрямую с гидом и понять для себя, этот человек в состоянии показать вам страну так, как вы этого хотите. Если же у вас есть желание присоединиться к групповому туру, обращайте внимание на маршрут, длительность поездки, какие условия проживания и транспорт предлагает туркомпания, ну и, конечно, кто ведет программу. Итак, подведем итоги нашего сегодняшнего сравнительного анализа. Вы всегда можете сказать: да ну, Грузия слишком дорогая, мне дешевле махнуть в Европу. Но если обратиться за помощью в создании путешествия к профессионалам, все внимательно посчитать, то ваша поездка окажется и приемлемой по цене, и наполненной, и интересной. Наше сегодняшнее исследование было построено на логике, но могу от себя добавить, что сравнивать страны Европы и Грузию неправильно. Грузия – это очень интересная, самобытная страна, колыбель древнейших цивилизаций, в которой все вкусно, просто и от души. Эта земля другая, она ни на что не похожа. Здесь уживается множество национальностей, приверженцев различных религий. Здесь бурные реки и высоченные горы Кавказа. Здесь великолепные пейзажи и умопомрачительные закаты. Если вы хотите чего-нибудь необычного, простого и в то же время интересного,
то не сомневайтесь, не жалейте средств и отправляйтесь на поиски впечатлений и приключений именно в Грузию. Здесь вас всегда ждут. Я была рада быть полезной. Любите себя, доверяйте свой отдых профессионалам. С вами была саморец Екатерина, команда MyWay. С любовью, пока-пока!